Друзья, всем добра, давно не виделись, кто уже меня знает. Добро должно быть с кулаками. У нас сегодня статистика за год, как у нас набрали жирка наши каналы политические или околополитические. Сразу начнем с итога. То есть у нас средний рост левых каналов в среднем на 16%. Средний рост центристских каналов или Z-патриотов или охранительских каналов. Ну, это очень грубо, наверное, в сумме, да. Это лево-патриотические каналы, право-патриотические каналы. Вот это все вот в серединке синенькое. Это у нас на 36% каналы выросли. И правые каналы выросли на 27%. К чему я это все? Потому что есть у нас проблема. Мы не знаем, сколько у нас людей в стране, в России, какой идее больше всего симпатизируют. То есть есть у нас, конечно, партии, там за кого-то голосуют, кто-то не ходит на выборы, да, вот, что там 20% пришло на выборы, за кого-то там эти 20% проголосовали, остальные 80% как бы ничего не сказали, и хрен его знает, что там у кого какие ум. Ну, тут на YouTube никто не заставляет подписываться на каналы, поэтому как бы тут дело добровольное, пришли, подписались и смотрят. Ну, то есть оценить как-то нормально. Вроде срез общества неплохой, и можно по нему какие-то выводы делать, я думаю, можно. Конечно, не стопроцентные выводы, но какие-то вот близкие к реальности довольно-таки. Итак, левых каналов... Откуда я эту цифру вообще взял, что они выросли на 16% в среднем, а эти на 36%? То есть видно, да, что левые хуже аудиторию набирают, чем Z-патриоты или правые. Намного хуже. Даже если мы в абсолютном приросте посчитаем, то есть это в среднем сколько человек пришло на канал за год, за последний, то мы видим, что тут тоже левые проигрывают. Тут у нас правые лидируют прям уверенно. 205 тысяч человек на канал, на каждый. Но эта цифра такая, она очень такая ненадежная, потому что я думаю, вы понимаете, что если канал, допустим, развлекательного характера появился хрен знает когда, и он набрал уже довольно много людей, то... Если его сравнивать с тем каналом, который начал только продвигать какую-то свою идею, допустим, левый, да, канал открылся, то он будет намного больше в абсолютном выражении человек набирать, чем этот канал за год, ну или за месяц, там, неважно, за определенный период, за аналогичный период времени. Поэтому вот эта цифра не очень показательна, но в принципе что-то там глянуть тоже можно, да, в принципе как-то что-то сориентироваться. Ну и вот это мне больше всего нравится, я ее именно главной поставил, вот такой здоровый, чтобы вы все видели. Дальше давайте определим, где же я беру эти цифры и кого же я считаю левыми Z-патриотами, правыми. Ребята, я этим занимался, капец. Не один год, в общем, отсеивал, пытался туда-сюда это все кидал. Очень сложно было анализировать, кто является кем, потому что очень мало маркеров, по которым можно, которые можно услышать от владельцев этих каналов. То есть, что они продвигают, довольно сложно, если ты прям вот каждый день не смотришь их видео, обзоры, там какие-нибудь ролики, трансляции. Но вы понимаете, да, если у нас вот здесь вот 63 канала, здесь у нас вот 33 канала, здесь у нас еще 33 канала, то если на всех них подписаться и все их слушать, то у меня даже с 24 часов в день не хватит. Как это все дело, хрен его знает. В общем, но благодаря спецоперации охрененный триггер, охрененный маркер, который прям хорошо расставил по местам каналы. То есть хорошо видно, кого куда, в какую категорию перекинуть можно. Она очень хорошо мне помогла вот именно рассортировать по правой, по левой стороне или по центру. Ну, в основном тут с центром все связано. Потому что те, кто не критикует спецоперацию, они практически 100% они лоялисты. Ну, то есть
власть поддерживают. Левые, они как бы не могут быть за спецоперацию, ну, априори, потому что это не левая страна воюет. То есть левые, они за спецоперацию были бы, если бы это левая страна воевала, ну, проводила спецоперацию, а это как бы не левая. Неважно, это Россия, не их Россия, неважно. Главное, что эта страна не социалистическая, поэтому ее они не могут физически поддерживать. Ну, это марксизм такой, так он работает. Правые, разумеется, то же самое. Они не могут поддерживать спецоперацию там по своим уже причинам. Ну, я думаю, вы все понимаете, по каким. Ну, а Z-патриоты не могут не поддерживать, потому что они либо кормятся с руки, либо там пропагандируют, наоборот, специально государственные институты работают, да. И, в общем, не могут по-другому ничего говорить, критиковать. Очень много каналов закрылось. Очень много каналов не продолжили свою деятельность. РТР, Россия-24, вот этот первый канал, например, не продолжили. Что-то там РТ, по-моему, извините, если я ошибаюсь, Лента. В общем, многие каналы не продолжили деятельность после того, как ютубчик их заблокировал. Ютубчик это кто? Это скорее вот желтый. Платформа, желтая платформа, либеральная, она, разумеется, будет против Z-каналов, потому что, ну, нельзя критиковать НАТО и все такое на Z-платформе, потому что это повесточка, повесточку нельзя идти против повесточки, когда ты находишься на контролируемом ресурсе. YouTube у нас, извините, имеет владельца, и владелец заинтересован в том, чтобы продвигать уже свои повесточки. Так что за базаром приходится следить, или если не следишь, то тебя банят. Пока висит, конечно, бан, угроза бана над всеми каналами Z-патриотов, разумеется, даже над левыми каналами угроза бана висит. Но тут уже никто левых пока в расчет серьезную силу не берет, потому что очень каналы маленькие, влияние очень низкое, прям крайне низкое, несмотря на то, что левые заявляют, что они там набирают жирку, но нет. Левая идея, она очень хреново продвигается. Очень низкая эффективность агитаторов и пропагандистов. Крайне низкая эффективность. Крайне низкого качества агитация. Почему? Потому что донаты мы не любим, потому что народ оббирать нельзя. Донаты только платите те, кто может. В общем, идея вообще левая, она как бы идея бедных, а не богатых. Тех обездоленных и тех, кто уже до ручки дошел и понял, что как бы что-то не то. Что-то не работает сказки. Не работают вот эти сказки. А правые это как раз для богатых. То есть деньги у нас там, где водится рыба, там, где рыба есть. То есть где надо ловить рыбу, там, где она водится. То же самое тут. То есть здесь и все деньги крутятся на правых каналах, здесь и спонсоры прекрасные, и никакой повесточки не нарушает. Ютубчик опять же поможет кому надо. То есть здесь деньги есть на агитацию и пропаганду, они тратятся на коллектив, на операторов, на режиссеров, на монтажеров, на вот это, на все, на команду, короче. На команду канала они тратятся, и команды здесь большие у этих каналов, у правых. У Z-патриотов понятно, государство берет налоги, и эти налоги кидает в пропаганду. То есть тоже деньги есть. У левых денег нет. Качество оставляет желать лучшего. То есть интеграции могли бы решить процесс, могли бы рекламные интеграции, но это опять же против марксизма, что-то вот у многих отторжение к этому, от донатов тоже у многих отторжение, то есть с неохотой все тут делается, то есть деньги тут зарабатываются как бы со стыдом с таким, понимаешь? Так как бы объяснить, что стыдно брать деньги с людей. Вот поэтому они, короче, денег нет. Но вы держитесь. Вот. Ну а без денег как бы оно при капитализме живется не очень-то. Кушать-то хочется даже монтажерам, как оказалось. И поэтому люди зачастую работают в единичном экземпляре, канал ведут в одно лицо. И, разумеется, это ничего хорошего не принесет. Ну, по крайней мере, роста быстрого у тебя не будет точно. А конкуренты-то, они не дремлют. Конкуренты-то, они в том же самом временном интервале живут. Пока ты там пытаешься честным словом победить,
Ребята тут, ну, в смысле, без пистолета. Ребята тут честным словом и пистолетом побеждают. Ну, я имею в виду деньги под пистолетом, да, под капиталом. Капитал под пистолетом. В общем, плохо. Также могли бы коллаборациями заниматься левые, чем Z-каналы правые вообще никак не гнушаются. То есть проблем нет с коллаборациями. То есть это когда аудитории обмениваются, да. То есть у левых это наоборот. У них поиск истины. У кого правильнее марксизм, у кого кто правильнее думает. И вместо того, чтобы находить истину, то есть какая-то вот спорный момент, да, СВО, допустим, поддерживать или опровергать. И вместо того, чтобы сразу сраться, сесть спокойно и разобраться, а почему вообще возникли сомнения. То есть, нет, ты оппортунист, нет, ты там западный наймит, вот сразу. Чё? Почему? Мы же вроде оба марксисты, чё началось-то? Нет, вот надо вот посраться. А почему? Потому что марксизм, это наука живая, это не то, что там замерло во время смерти Ленина и не перестало развиваться. Нет, у него физически, как теоретически, идеологически предусмотрена постоянная критика и самокритика, и критика тех, кто ближе всего к тебе по духу. Поэтому тут, конечно, коллаборации тоже отпадают. То есть у нас денег нет, коллабораций нет. Каким хреном вообще развиваться, ребят? Я не знаю. Вот у левых какие-то перспективы, может быть, есть. Напишите в комментариях, как именно собираются левые каналы развиваться. Я думаю, только... интеграции тоже нет. Я вот думаю, именно надо интеграции. На все забить. На мораль, на логику, конечно, тогда станешь капиталистом и перейдешь вправо или в Z. Ну, не знаю. Тогда вообще ничего не знаю. Ладно, неважно. Это уже мои домыслы что-то пошли. Что-то я разглагольствоваться начал. Итак, цифру я как вот эту получил еще раз. Я собрал эти каналы, как собрал, я уже сказал. Много лет, много труда. Смотрел маркеры, определял, кто куда больше попадает, в левый или в правый. Что такое левый и правый, вот вы можете в этом файлике посмотреть. Файлик находится на Google Диск. На Google Диск вот сюда я скину ссылочку. То есть вы сможете сюда зайти сами и каждый файлик открыть. Политический компас — это вот левый и правый. Да, вот у нас ось посерединке. Вот здесь с левой стороны от этой оси. Справа у нас, значит, правый. Все. Ну, тут более подробно, если вдаваться в подробности, то, я думаю, кому интересно, просто возьмете и сами все это здесь почитаете. Это стандартный политический компас. Можно вот ВКонтакте, вот есть такая программулинка, там можно пройти, где ты находишься. То есть там тест такой, ты проходишь его, и тебе покажут, в каком квадрате именно твое мировоззрение, твоя идеология, какой идеологии ближе всего твое мировоззрение. Я смог собрать в предложение мыслю. В общем, вот здесь вы можете тоже оценить это все дело, в каком квадрате, вот по цифрам, да, 9, допустим, вот сюда в социализм уходит ближе. Но это, опять же, это я вот навскидку, ну как навскидку. Как смог оценить, так оценил, так и написал. Довольно спорные эти моменты. Я сам с собой спорю, бывает. Тут раздвоюсь и начинаю сам с собой спорить, куда же правильнее отнести. В общем, если идеи есть, все пишите, все идеи. Я обязательно все рассмотрю и постараюсь не проигнорировать, а вот воспринять. Главное, чтобы без хамства это все было и на культурной основе. То же самое, если не здесь этот канал должен быть, а, например, здесь, или не здесь, а, например, здесь. Ну, вы поняли, да? Если не в том месте канал, то тоже мне пишите. Я перекину, только напишите, почему желательно. Так. В общем, каналы мы собрали. Теперь как нам получить вот эту цифру? Вот эту. В среднем рост канала, напоминаю, средний относительный прирост канала. В процентах, насколько каждый канал в среднем вырос. Это мы считаем каждый канал отдельно, процент, относительный прирост, и берем среднее это число. Ну, я думаю, тут объяснять не особо долго придется. У нас первая контрольная точка — это у нас количество подписчиков на этот канал. Так, давайте, наверное, крупнее сделаю, а то нифига не видно вам, наверное. Количество подписчиков на этот канал в 2022 году, 21 марта, и количество подписчиков 21 марта 2023 года. Ровно год прошел, у дневника депутата прибавилось 50 тысяч подписчиков. Много это мало?
А вот можно оценить в относительном выражении, не в абсолютном, потому что, ну, как бы, поняли, да, я раньше уже говорил, чем больше канал, тем у тебя больше количество подписчиков будет подписываться. То есть 50 тысяч, допустим, для вот этого канала было бы неимоверный бы рост для победителя. Но всего 20. Ну вот в относительных можно уже что-то посчитать, что-то прикинуть. Много это или мало. Вот посчитали, вот получили то же самое по Z-патриотам, то же самое по правым, свои цифры получили. И в итоге рядышком их поставили. И посмотрели, ага, оказывается, левые каналы-то не очень-то подросли. Так. Ну, может быть, я тут что-то ошибаюсь. В общем, если я что-то ошибаюсь, опять же, свои данные можете поставить, пересчитать, там что-то поменять местами, подстроить под свои соображения. Может быть, у вас получится. Я не знаю, у меня не получилось. Левые так и не смогли, несмотря на то, что я левый, если честно. Победить у меня здесь никак. В общем, левые хреново тут набирают обороты. Ну, то же самое средний абсолютный прирост я тут взял. Я уже говорил, цифра мне не очень нравится. Так, дальше. Давайте, наверное, таблицу дальше разберу. Что такое разбор от? Это разбор канала, то есть ролик чисто посвященный этому каналу от другого канала. То есть какой-нибудь Девятый вал или Вестник бури, допустим, разобрал Платошкина, но насколько он левый, ну это вы знаете, я вам уже говорил, левые любят определять других левых, насколько они левые. У правых, кстати, такой вроде проблемы нету, ну хотя я не правый, я не знаю, там критикуют они друг друга по барабану, им лишь бы деньги зарабатывать, ну такие люди, такое мировоззрение, как бы не уйдешь. В общем, Вестник бури Платошкина разобрал, я ссылку на этот ролик прикрепил, то есть можете зайти и посмотреть. То же самое здесь, кстати, под каждым названием вы можете пройти и сразу на канал попасть. Здесь справа что у нас такое? Это сайт Social Blade, это сайт статистики. Кто уже смотрел мои выпуски предыдущие, те уже в курсе, что это такое. Это сайт с огромным сбором статистики. Тоже, опять же, на каждый канал можно пройти и посмотреть их статистику. Она собирается здесь не только по YouTube, тут можно по-любому посмотреть каналу, вон по Твичу, если вам на Твиче кто-то интересен. И здесь огромный массив данных. Правда, он на английском, но я думаю, вы разберетесь. Вот эту кнопочку, если нажать, то тут можно посмотреть статистику роста канала именно по подписчикам, которую я сейчас вам показываю, за год. То есть сколько было в прошлом году, сколько стало в этом году. Ну, небольшим тут запасом. Если канал вообще был в прошлом году. Итак, это я вам рассказал структуру, да? Я думаю, понятно. Теперь что такое черные вот это заливки? Ну, это канал, значит, Николая Платошкина не было вот здесь в прошлом году, вот именно этого канала. Но у него был канал, который ему заблокировал YouTube по требованию либо Роскомнадзора, либо кого там, я не знаю. В общем, ему заблокировали, он его открыл, этот новый канал, и набрал пока только 101 тысячу человек, поэтому данных у него статистических здесь нет. Не волнуйтесь, этих данных они вот сюда в среднюю не попали. Ни сюда не попали, ни сюда. Вроде как не попали, да, не попали сюда. Тут формула исключает лишнее. Так, дальше. Что у нас здесь еще информация какая есть? У нас есть вот каналы молодцы. Каналы, которые очень хорошо относительный прирост показали. Например, Клим Жуков. Ну, Клим Жуков он у нас показывает про ролики, делает увеселительные, очень много увеселительных или там исторических, то есть не про политику. Поэтому спектр очень довольно широкий. Тут неудивительно, что хорошо набрал веса, много новых начал вести передач. Народ тянется. Простые числа, чисто марксистский подход, чисто левый, то есть экономика, конечно, но чисто левая, чисто с левой стороны. И вот каждый выпуск это все про левое. Тут очень сложно набрать подписчиков, но набрал. Каким макаром, это вообще молодец. Я думаю, все похлопаем. Рэми Майснер тоже на 49% вырос. Если честно, я его вообще не смотрел, не следил за ним. Что он здесь себя выкладывал. Там 3 дня назад, 2 недели, 2 недели, 3 недели. Ну, вроде довольно-таки не так уж и часто выкладывает ролики. Но, тем не менее, рост вот в процентном соотношении прям хороший. Рэми очень много коллабораций делает. Я на его канале его ни разу не видел, но на других всегда где-то замечаю. На вырезках, где-то нарезках с ним. То есть такой
любит пообщаться с другими ребятами. Молодец. В общем, посмотрели, да, 40% там где-то у левых обратили внимание. У Z-патриотов, я думаю, кто-то уже обратил внимание. Рост 221%. Это вообще как? Я не знаю, если за год. То есть был 177 тысяч, стал 568 тысяч. Больше 100%, больше 200%, ребят. Это Михаил Хазин. Причем подписчики у него вообще скрыты были долгое время. Количество подписчиков. Но потом открыл и вот такой вот рост дичайший показал. Ну, также партия «Справедливая Россия» и что-то там дальше. Он тоже показал, извините за мое неуважение, но просто я как бы не особо вот это... «Справедливая Россия» за правду. Ну да, вот. Тут какие-то там партии понаобъединялись, что-то создали новое. И вот, видимо, из-за этого вот какой-то рост пошел. Не знаю. Но тоже вот молодцы. Что-то расти на самом деле на ютубе не так-то просто. Если ты не пользуешься ботами, я думаю, довольно сложно. Каналов у Z-патриотов переблокировали очень много, прям невероятно много. Многие не вернулись. Черные это вот те, кто вернулись, либо новые каналы. Ну, здесь нет. Здесь новых нет, здесь есть только вернувшиеся. Вот и Советский вернулся, и Караулов вернулся, и Звезда, и Аврора, и Спас. Эти все вернулись. То есть их тоже блокировали, они вернулись. У правых каналов тут у нас один новый канал No Media, один вернулся, Артемий Лебедев. То есть у него тоже, у него вообще что-то дофига было. Не помню уж сколько, там под миллион что ли народу. Так что у него сейчас рост будет быстрый, большой. В процентах тут тоже у нас 224%. Фейгин Лайф. Что за... Ну, вы, наверное, лучше знаете, кто там правые каналы смотрит. Кто такой. Ну, в общем, какой-то вот такой дяденька, который вот что-то какой-то вот на спецоперации прям вообще, видимо, получил хороший буст. О чем еще Монго хрен его знает. Ну ладно. Рост огромный. Я просто вообще в шоке. Просто в абсолютных числах вы посмотрите. Просто 1 400 000 человек в год. 1 400 000. Офигеть. Просто охренеть. Он сам-то был 600. И причем довольно долго он был там. Я не знаю. Ну, рост можно, кстати, посмотреть, как он рос, этот канал. Ну, довольно-таки интересный случай. Причем чисто на политике, я так понимаю, напоминаю. Это как вот вообще, это не развлекательный контент. Каким макаром тут даже что-то видно, да? Что такой-то рост. Вон, рост пошел. Видео с мая, с марта 22 года. И поперло ГСВО, и поперло. Вот, ну и здесь тоже подписчиков. Жалко, тут раньше нету. Вот здесь-то и раньше есть, видно. А вот здесь вот у нас ничего нету. Чисто subscribers, подписчиков. Здесь просмотры видео, вот как были. Здесь количество подписчиков в день. Сколько подписывалось. Ну, в общем, довольно интересно. На разные каналы наблюдать, на Social Blade залазить, смотреть, что там происходит. Давайте еще посмотрим, кто тут подрос. Майкл Наки немножко вырос на пару сантиметров. Живой гвоздь Венедиктов, это у нас эхо заблокированное. Тоже канал растет упорно, восстанавливает количество, тоже там под 1 миллион, наверное, было, но не помню. Ну, в общем, вот как-то так. Вот смотрите, оценивайте. В принципе, довольно много можно информации подчеркнуть отсюда статистической, если интересно, какие-то там сделать выводы на основании этих данных. Легко берите, делайте. Я вот нисколько не против, если кто-то возьмет и будет это делать. Так, давайте еще посмотрим сравнение каналов рядом друг с другом. Вот картинкой красивой. Вот здесь тоже у меня 3 вкладочки есть для каждых. То есть здесь у нас было каналов синенькое, красных каналов. Было подписчиков синенькое, красных подписчиков, красная плашечка, сколько стало подписчиков. Можно посмотреть, сравнить прирост вот между ними. Да, это тоже за год. Ну, это все с этих данных все идет.
полистать там, канал свой любимый найти, допустим, свободную прессу, и сравнить с соседними. Можно как-то какие-то выводы делать, какие-то про свой канал, если вы держатель канала, можно какие-то выводы сделать, да, насколько хорошо развивается, или может быть что-то надо поменять уже наконец-таки. В общем, надеюсь, вам это полезно. Хазин, пожалуйста. Визуально, да, неплохо смотрится. Пожалуйста, смотрите, оценивайте, заходите по ссылочке и сравнивайте. Ну, а я, наверное, с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.